Привет! В этом видео я хотел бы показать, как можно сделать следующий рендер вот такой вот миленькой, приятненькой гитары. Вот, собственно, после новогодних таких вот праздников удалось найти момент, чтобы записать видео о вот такой вот приятной гитаре. Вот, сейчас я уже показываю ее в своем готовом виде. Я решил в этом уроке попробовать использовать такой вот метод того, что я буду время от времени заходить в референс, с которого я буду все это делать, и, собственно, параллельно объяснять, что, когда, почему. Эту сцену я уже подготовил заранее для урока, но сейчас мы будем делать ее, собственно, с нуля. Вот, начнем мы с того, что сделаем вот такую вот форму самой вот этой вот деки. Вот, и примерно держим ее перед глазами где-то, на каком-то, может быть, устройстве. Вот, и начинаем ее делать. В новом документе я использую plane. Вот, и примерно вспоминаю, как вот у меня выглядит вот эта вот гитара. И начинаю ее, собственно, здесь и делать. Так. Скажем так, в целом я сейчас делаю ее плюс-минус по памяти. Вот, но вы можете использовать, конечно же, какой-то референс, который вам сильно упростит работу в целом. Вот. Так, тут вот так вот сделаю примерно здесь. Так. Ой. Удалить. А здесь вот что-то вот в этом роде. Может быть, нам вот эти вот вершинки даже... Не, ну пока пусть будут. Вот. Пока переместим следующим образом. Тут расширю. Не использую пока screencast case, потому что пока не нашел, скажем так, плюс-минус адекватного аддона. Так, применяю Scale и Ctrl-Shift-B. Даже не так, даже вот выделю, может быть, вот эти части. Посмотрим, как оно. Нет, пока плохо. Так, так. Уменьшить количество граней, конечно, потому что нам не надо столько граней, прям, уж откровенно. Как-то вот так вот, чтобы это было плюс-минус скругленно. Вот, теперь тоже Ctrl-Shift-B. Примерно как-то до вот такого состояния. Ну и тут тоже чуть побольше сегментов. Вот так, чтобы оно поближе и побольше сегментов. Так, в принципе, такая она у нас будет немножко выпуклая, что ли. Можно сделать еще вот так вот. Взять, выделить вот эти стороны. Включить пропорциональное редактирование и S. Вот так вот примерно. Ну, где-то вот так, чтобы оно, может, даже плавнее немножко смотрелось. Так. Выделю вот эти вещи. Немножко перемещу. И немножко по X растяну. Вот, примерно вот такая дека у нас есть. Собственно, вы, опять же таки, можете делать какую угодно деку. Если я вообще это правильно называю, но надеюсь, да. Вот, может быть, я бы хотел ее немножко только... Так, пропорциональное редактирование выключу. Я бы хотел тут добавить точку, К, Z и... Так, не Z, а Y. И вот так вот разрезать. Вот эту сторону, в принципе, faces удалить и добавить модификатор зеркала. Ставлю галочку клиппинг и немножко смещу по X, чтобы оно было, ну, вот такое вот, более, чуть поуже. Так, тут все же я еще хочу поправить немного. Включаю, опять же, пропорциональное редактирование. Чуть-чуть, наверное, уменьшу вот эту всю историю. И примерно, да, примерно вот так вот. Теперь надо немножко поправить вот эту сетку, поэтому давайте этим займемся. Так, выключить. Просто дважды G включите вот эту функцию, она помогает вертексам, которые близко друг к другу, слипнуться. Вот. Так, в принципе, нам даже надо, чтобы это, может, было
dissolve faces, да, чтобы это, ну, вот так будет получше, я думаю, поудобнее. Так, теперь Ctrl-A Scale и выдавлю, ну, где-то до такого момента. Ctrl-A Scale. Пока что нам этого хватит. Затем, что нам надо сделать? Затем нам надо сделать... Пока мы делаем такой вот легкий блокинг, надо сделать саму вот эту вот часть. Гриф, по-моему, нет. Что-то такое. Так, и мы, собственно, ее делаем ровно так же из плейна. Она там у нас такая, он там у нас более такой широкий. Так, подниму. Так. Так. Теперь тут extrude S. Нет. Просто extrude и вытягиваем немножко. S. Extrude и по Y тянем примерно вот так вот. Да. Так. Смотрю, подходит ли мне это. Пока подходит. Тут по X немножко уменьшим. Так, Ctrl-A Scale. Я бы еще хотел, наверное, вот тут оставить одну петлю, чтобы потом можно было сделать такой красивый переход вот с этой стороны. Даже вот сюда его куда-то я сдвину. Сделаю первоначально Extrude. Где-то вот так вот. Вот эту часть подниму. Так. Петлю еще добавить надо. Вот тут оставлю пока что. Так. Примерно так вот. Тут дважды G и вот так вот. Ctrl-Shift, точнее Ctrl-B. Где-то вот. Вот так вот. Хотя нет, чуть полегче. Так. Что у нас по вывернутости? Alt-N. Recalculate outside. Так, Face Orientation. Тут бы нам надо вот эти пороги, точнее вот эти вот вещи скруглить где-то до... Ну, а так, я думаю, будет красиво. А тут немножко полегче. То же самое, но полегче. Где-то вот так вот. Хорошо, это у нас есть. Пока что такая вот часть небольшая. А теперь надо бы повторить вот этот вот ободок, который у нас есть в этом примере. Тут просто надо инсет сделать и такую вот небольшую канавку. Ну, где-то будем мы это делать. Так, выделяем только эту часть. I и B. Нажимаем I, затем B английское. Затем еще раз I. Где-то вот так вот. И теперь зажатым альтом и шифтом делаем extrude. Ну, где-то вот так вот. Да, вот так, думаю, подойдет. Хорошо. Ctrl-A, Scale. Теперь, чтобы нам нужно было сделать, я бы добавил... Я не хочу это через Bevel делать вот эти скругления, потому что в целом они здесь хорошие, но мне нужно немножко другого рода скругления, чуть более сильные, поэтому я выделю с зажатым альтом и шифтом вот эти грани. Тут грань. Так. И теперь еще вот это может быть. Ctrl-B. Нет, вот это все же не надо, она мешает немножко. Конечно, есть у меня подозрение, что это может помешать при Subdivision. А ну-ка. В целом. Ну да, оно тут мешает, поэтому ладно. Давайте пока оставим так. Ctrl-Z, пока что верну эту всю историю. Тут, наверное, просто у меня мало границ, поэтому пока что обойдемся таким bevel, Subdivision, 2 итерации, Shade Smooth. Ну, в принципе, на самом деле даже не так уж и плохо выглядят вот эти вот скругления. Но если посильнее, то это, конечно, можно и вручную, то есть вот так вот Ctrl-B там сделать так, как надо. Но пока мне это
пока не надо. Так, хорошо. Тут бы я сделал тоже такой инсет. Ну, примерно вот такой вот. Чтобы просто чтобы тут не было таких растяжек. Поставлю 60 градусов. Так, хорошо, это есть. Теперь надо сделать что? Теперь надо... Я бы применил пока что зеркало. Тут бы сделал Dissolve Edges. Выделяю вот эту грань и делаю Inset. Так, сделал вот так. Теперь N. И с помощью Bull Tool Edit открываем. Это аддон Bull Tool. Он бесплатный, он тут уже есть в блендере, просто его там галочку надо поставить. Делаем Circle. Circle, S. Такой вид сверху. Так, немножечко выше подниму вот эту историю. Затем сделаю еще один инсет. Где-то до вот такого вот состояния. Сделаю экструд вниз. Где-то вот такой вот. Тут экструд. Надо наоборот наверх. Примерно что-то вот такое вот. Так. Затем что дальше? Смотрю, подходит ли это мне. Все ли мне нравится здесь. Мне не нравятся вот эти растяжки. Ну, пока не будем их трогать. Так. Может быть, только я бы сделал как? Я бы вот это все делал. Вот этот круг еще бы выше поднял. Где-то вот аж сюда. А вот тут повыше немножечко. Примерно. Да, примерно вот так. Теперь что? Теперь сюда bevel. Subdivision. Две итерации, Shade Smooth. Здесь хотелось бы сделать вот так. Выделяем вот эти части. Ctrl-B. Ну-ка, может без них будет лучше, если мы сделаем вот так, например. Да, вот добавляем такие вот ограничители. Да, и так получилось намного приятнее форма. Затем что? Давайте сверимся с референсом. В целом тут вот такая вот фасочка есть. У нас какая? Ну, у нас плюс-минус такая же. Добавлю 60 градусов. Так, мне не особо нравится то, что оно такое вот прям на самом деле мягкое. Я немножко приподниму профиль. Примерно до такого состояния. Вот. Что нам надо сделать дальше? Дальше хотелось бы добавить нижнюю вот эту часть, которая держит струны. Делаем мы это тоже через plane. Соответственно, примерно вот так вот уменьшаем. Где-то до вот такого вот размера. Затем я добавляю сюда петлю, сюда ее ставлю. Тут две петли. Тяну вот эту часть немножечко сюда. Тут петлю. Дважды G. Так. Да, даже не так, даже вот по вертексам выберем прямокличивание. G, Y. И вот сюда вот так вот. Теперь вот эти части тоже выделяем. Shift-Ctrl-B. Shift-Ctrl-B. И уменьшаем количество итераций примерно до вот такого. Нам не сильно важно здесь частота это самое, сетки самой. Так, тут я все же решаю чуть-чуть сильнее выдавить, чтобы был более явный такой вот сгиб. Вот. Так. Ну, где-то вот так вот. Опять же таки, нам не сильно важно то, что тут такая вот сетка. Делаем экструд. Так. Тут еще одну петлю. Примерно. Выделяю вот эти части. Ну и вот так вот вниз их сажу немножко. Так, хорошо.
опускаю пока что. Ну вот где-то вот так вот. Bevel. Тут у нас все же нам важно сейчас взять, чтобы оно bevel лучше делался, поэтому мы все же близость вот этих вот вещей поправим за счет того, что добавим тут вещь, разрежем пополам, K, Y, C, ну еще раз вот так вот. Выделю вот эти части, Dissolve Verticals, зеркало добавлю и, соответственно, клиппинг. Вот. Ну и теперь немножечко быстренько так поправлю то, что тут есть. Так. Тут тоже мы это все через дважды G просто спаиваем. Вот. Теперь Ctrl-A Scale. Так. Может быть еще где-то проблема. Внизу, наверное, да. Но мы можем просто взять нижнюю часть и Dissolve Verticals. Так, стоп, вот тут тоже. Dissolve Verticals и зеркало по Z еще. Так, только надо выделить вниз. У нас же здесь другая геометрия. Поэтому лучше всего будет, если мы возьмем вот так вот в этом состоянии, сделаем F просто. Так. SZ0. Ctrl-A Scale. Ну и вот так вот. И вот так вот, только надо теперь 2 итерации. Может даже не будем Subdivision использовать, в принципе он нам тут не нужен, просто сделаем по нормалям автосмув. Ну и немножко вниз еще задвину. Так, смотрим. Да, пока что это оно. 60 градусов. Тут немножко кардинально поменялось. Стоп. Такой вот ограничитель. Так, Dissolve Faces. Вот, да. Да, пока что это то, что надо. Хорошо. Так, теперь что? Хотя мне тут блик не особо нравится. Z0. Ctrl-T. Да, и оно его вот так вот триангулировало. Пусть лучше так, наверное, будет. Может быть, даже все-таки надо подключить Subdivision. Будет ли с ним лучше? В какой-то степени, да. И здесь Ctrl-B, но поменьше итераций. Все. Так, это есть. Хорошо. Теперь нам надо добавить такие полосочки здесь, которые, собственно, по которым определяются лады. Вот. Они тоже достаточно просто делаются. Через Plane. Так, примерно вот так вот их уменьшу. Надо сделать Shift-D, и тут у нас будет одна пошире, вторая поуже. Та, которая пошире, будет примерно вот такой ширины. Та, которая поуже, будет примерно вот такой вот ширины. И тут мы добавляем модификатор Array, ставим 5, 1 тут, по x 0.
Так, и тянем примерно, чтобы у нас было одинаковые отступы. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть сюда. Ну, вот такие вот примерно одинаковые отступы. Это можно применить пока что. Ctrl-J. И экструднуть вот немного вниз. Ctrl-A Scale. Bevel. Ну, 2 итерации, например. Shade Smooth. И Auto Smooth. Пока что это вниз опустим, где-то сюда. И с этой геометрией нам сейчас надо взять вот эту часть, Shift-D. Ой, нет, мы там не все захватили. Dissolve Verticals. Shift-D, P, by Selection. И тут нам, в принципе, даже и не надо никакой Subdivision. Нам бы просто взять и Extrude такой сделать небольшой. Вот. Так, это есть. Смотрю, все ли меня устраивает. Ну, может быть, я бы все-таки растянул вот так вот, чуть-чуть посильнее. Затем что? Затем нам надо начать уже делать как-то вот эту струнную нашу систему. Это мы сделаем с помощью цилиндра. Нам не надо столько количества сегментов. Поставлю 24. Так, ужимаю. Выделяю вот эту часть. Extrude S. Тут добавлю еще одну петлю. Или она... Не, она пока не надо. Просто вот так сделаю. Вот так вот. Extrude по Z. Extrude Z. И вот так вот S. Примерно вот такой вот деталь мы делаем. Ctrl-A Scale. Выделяем вот эти части. Ctrl-B. И добавляем сегментиков. Так, выделяем нижнюю часть. S. Ctrl-A Scale. Тут я сделаю Ctrl-B небольшой. Хотя нет, в принципе, с Bevel оно, думаю, появится. Alt-M. By Distance. И с зажатым шифтом увеличиваем. Все, 24 пропало, это тут посередине у нас было. Так, уменьшаем. Ставим 4 штучки. Так. Мне кажется, большими, поэтому надо вот так вот их промасштабировать. Ctrl-A Scale. Ну, где-то вот так вот. Bevel. Subdivision Surface. Shade Smooth. Ну, в принципе, тут не надо никаких 2 итерации. Так. Затем Array. Array добавляю и хочу по Y. Тут 0. Так, только здесь надо -1. И все же немножко увеличу. Так, а теперь зеркало. И отражаем от вот этой вот части. Хорошо, вот эти штучки у нас есть. Затем надо здесь сделать вот эти колки. Колки мы делаем, собственно, тоже с помощью цилиндра. Ужимаем. Экструдим. Лучше это сделать отдельно геометрией. Так будет намного удобнее. Где-то вот так вот растягиваем, а вот эту нижнюю часть, наоборот, уменьшаем. Ctrl-J, пока спаяю это вот так вот. Ctrl-A Scale, Bevel. Конечно же, уменьшу количество вот этих вот итераций. И надо внутри вот так вот повыше приподнять. Тут чуть-чуть пониже. Subdivision Surface. Добавлю пару итераций. Shade Smooth. Не пару, 2. Так, что у нас еще есть? Выделил, наверное, вот эти части. Мне кажется, так будет намного удобнее сделать.
Если мы вручную вот эту вот фаску добавим. Так, да. Теперь ее надо, конечно же, уменьшить. Так, примерно тут ставим напротив вот этих вот колков. Так. Где-то так. По Z опускаем. Потому что они даже большие немножко вышли. Где-то так. И тут немножечко вот сюда. Наверное, я хочу побольше ее вот так сделать, подлиннее, чтобы она такая более явная была. И затем надо бы добавить зеркало. И тоже выделяем вот эту нашу деталь. Хорошо, вот это есть. Не забываем, собственно, сохранять все это дело. Так, мы почти закончили с моделингом. Сейчас добавлю еще одну мелкую деталь, и останутся только струны. Надо добавить bevel, Ctrl-A Scale, Shade Smooth. Собственно, скоро закончим с моделингом. И Array. Array на 4 итерации. И будем его растягивать примерно вот так вот. Сейчас чуть-чуть попозже поправим. Относительно струн уже. Струны мы будем делать каким образом? Мы добавим здесь безе. Так, ну я оставлю одну вертикаль. Так, поверну на 90 градусов. И буду это все дело отстраивать от этих наших колков. Extrude. Так, не вижу. Где она? Вот сюда. Так, и по Z подниму. Ctrl-A Scale. Так, и тут надо теперь будет в геометрии добавить такой вот толщины. Тут мне не особо нравится, что она вот так вот залезает, поэтому... Да, надо было всего лишь подтянуть. Вот так вот. Тут тоже подтянуть, но теперь... Ага, оно все нормально стоит, как и должно. Я опускаю вот эту вещь примерно на уровень середины вот этого колка. Затем потоньше сделаю, где-то вот. Это даже такая толстая сторона получилась. Где-то вот так вот. Выделяю вот эти две вертикали, делаю subdivide. И посередине, точнее не посередине, а вот эта точка. Вот это, стоп. Вот она. Надо ее сместить где-то... Так. Где-то на уровень того, как заканчивается вот эта деталь. Здесь вот эту крайнюю опустить вниз. Тут вот так, а вот здесь вот так. Тут тоже по Z немножко опустим. Вот. И получится вот такая вот красивая струна. Так, и, наверное, мы сразу же возьмем и вот эту деталь вот так вот выстроим относительно нее. Так. Теперь в Edit моде Shift-D сразу ставлю, я даже не ставлю, а вот тут беру вот эту часть и делаю ей Extrude, и сразу ставлю вот тут по центру. Выделяю вот эту деталь. Так, и по Y не хочет тянуться. Значит, вот эту вертикаль выделяю и вот так вот вниз тяну. Так, и в принципе вот таким вот образом у нас это получается. Теперь нам надо тут Shade Smooth всего лишь и добавить зеркало.
тоже относительно... ну, оно уже само выстроилось. Вот, теперь осталось поправить только вот эти наши детали. Так, тут по центру. Может быть, немножко здесь подтянуть. Ну да, вот примерно вот так вот. Примерно вот так получилось. Смотрим. Да, и в принципе меня этот результат устраивает. Сейчас я гляну, все ли у нас повторено как на этой гитаре. Вот вроде никакую деталь я здесь и не забыл. Может быть, только хотелось бы сделать вот эту часть верхнюю немножко потолще. Выделяю вот этот момент. Так, еще вот эти, наверное, довыделить надо. S по X. Так, аккуратнее очень аккуратно. Вот, в принципе, по X вот это все подтянули. Так, тут ли у нас все окей? Вот, в принципе, да. Что надо сделать? Теперь надо здесь сделать инсет. Я это буду делать, я не буду вырезать здесь дырку, я здесь просто таким черным материалом это все делаю. Так, черным материалом. Это все просто заполню. Так, хорошо. Смотрю. Вроде все оно. Shade Smooth. Так, не подвисай. Еще раз убеждаюсь, что меня это все устраивает. Затем делаю Plane и растягиваю. Так, тут Ctrl-B, вот это классическое. Делаю вид спереди и добавляю камеру. Камера где-то вот на таком уровне. Я, наверное, поставлю здесь 1000 на 1000. 1000 на 1000. Затем ортографический вид. Так, тут опущу все-таки. Добавлю пустой объект. Empty. Plain Access пусть будет. Неважно, в принципе, какой объект, но просто пусть пустой будет. Выделяю это и Parent Object. Так, ну теперь выбираю просто подходящий для меня ракурс. Так. Если она у вас получилась какой-то слишком тонкой или наоборот слишком толстой, то, конечно же, это все можно достаточно просто изменять. Вот в моем случае, мне кажется, у меня получилась такая тоненькая гитара. Но я думаю, что это не критично, потому что в целом сам принцип не сильно меняется. Как это все делать, вы можете спокойно в процессе сделать ее более толстой, или даже вот, например, как у меня сейчас, выделяю просто эти грани. Да, я просто по локальной оси Z вот это все чуть-чуть утолщаем, например, да. Ну вот, стало чуть более толстой. Вот. Что я делаю дальше? Я беру камеру, примерно это все центрую. И хотелось бы, наверное, сразу поставить движок для рендера Cycles. GPU. Так, Color Management, High Contrast. Тут, в принципе, эти настройки есть. Нам надо сейчас поработать над материалом. Материалы у нас будут, собственно, каким образом делаться. Мы берем, например, нашу основную деку. Я добавлю 2 материала. И выделю вот эту вот часть, которая будет другого цвета. Мне надо сейчас как-то только ее выделить. Вот так вот выделяю через сетку. Так. Вот, вроде выделил то, что мне надо. Все, беру второй материал и нажимаю Assign.
там мы будем уже это все дело менять. И затем вот эту вот дырку выбираю, тоже новый материал, Assign. И сразу поставлю тут в шейдинге, просто отключу Surface, и оно будет прям черным. Только надо тут сейчас надо будет сделать ее. Так, примерно вот так вот. Думаю, подойдет. Хорошо. Теперь вот этот материал у нас тут изначально сделан. Если посмотреть, тут у меня просто текстура градиента. Ну, я просто возьму отсюда цвета вот эти, чтобы сейчас вручную не тыкать. И то же самое я сделаю здесь, текстуру градиента. Color Ramp. Так, подключу, собственно, фактор. Color. Здесь Ctrl-T нажму. Так, тут меняю сюда. Тут надо сейчас будет немножко посветлее сделать. Вот так вот. Так, ничего не видно. Ой, мы не для этого материала это все делали. Ctrl и даже назад. Copy. Тут я удалю. Для другого материала надо это все сделать. Для вот этого. Так. Ну, подбираю тот материал, который мне, тот цвет точнее, который мне более приятен. Вот, пока пусть будет вот так вот. Затем что? Затем надо сделать будет основной и вот этот вот основной деревянный, что ли, вот этот вот материал. Как он у меня сделан в этом первом примере. Это просто Musgrave Texture плюс Noise Texture и тоже плюс Color Ramp. То есть все достаточно просто. Надо просто все дело это крутить, вертеть так, как вам это понравится потом. То есть Musgrave, Noise. Подключаю к... по-моему, сначала Noise. Или я путаю? Не, Noise второй, да. Тут сразу Ctrl-T. Это пока пусть будет к Scale. Тут подключу к Base Color Ramp добавлю сразу между ними. Но тут посветлее надо все это сделать. И чуть-чуть поближе, чтобы были более резкие волны. Вот тут они уже начались. Так. Так. Где-то вот так вот. Roughness мы, в принципе, из Distortion не трогаем. Так, к вектору у меня здесь все-таки подключено. Не туда подключил. Вот, у нас, я думаю, вы уже видите, что такая интересная текстура появляется, которая напоминает достаточно хорошо дерево. Ну-ка я гляну, как это выглядит. Надо не такое явное изменение в цвете. Думаю, где-то вот что-то такое. Так, хорошо. Ну, сразу применю Ctrl-L, Link Material. Вот, он сразу применился здесь. Я даже бы взял вот этот вот материал на вот этом грифеле, я бы его, так вот это то, что мне не надо, удалить, а его сделать ему дубликат, вот, нажав на вот эту иконку. Просто, чтобы было удобнее регулировать, собственно, саму текстуру. Пока оставлю ее вот так вот. Так, тут мне надо сразу просто черный цвет. Ну, не прям, чтобы черный, а вот где-то вот такой вот. Надо бы добавить HDRI карту.
environment texture, Ctrl-T, подсоединяем color, open, и так, HDRI. Вот. Я использую карту Reinforced Concrete. Ее можно найти на сайте, собственно, Polyheaven, и там будут HDRI. Вот. Круту одну на 120. Так, пока да. К этому... Пока мне нравится вот это освещение, пусть оно такими остается. Возьму в Object, перейду сюда. И тут сразу roughness, наверное, уменьшу. Где-то вот так вот. Вот так вот roughness уменьшу. Затем надо добавить металлическую текстуру. Сразу возьму все вот это, выделю. Ctrl-L, Link Material. И тут просто roughness почти на минимум и металлик на максимум. Так, вот, собственно, это есть. На фон я возьму примерно что-то вот такое, но хотелось бы, конечно, взять и Realight тут засветить. Диск и поставлю 150. Так, смотрим. Это сильно ярко. Ставим 40. Но пока что вот, пока что плюс-минус да. Плюс-минус да. И затем я не добавил материал еще сюда. Поэтому сразу возьму. Так, у меня там, по-моему, тоже черный. Вот эти две вещи выберу. Ctrl-L, Link Material. Но только здесь сделаю новый материал. Будет белый он у меня. И вот эти части тоже плюсик. Возьму вот этот белый материал и Sign. Вот. Хорошо. Так, смотрю, что да как. Теперь надо бы добавить Realight, но уже спереди. Будет он. Так. Где-то вот так, но надо ему тут немножко желтоватый цвет ему выбрать, чтобы оно посимпатичнее было. Где-то вот так вот перемещаем. Тут оно тоже будет немножко подсвечивать и будет поприятнее это все смотреться. Вот. Что насчет нашей текстуры дерева? Как будто бы ее немножко плохо видно. Поэтому я бы, наверное, увеличил контраст между вот этими цветами. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Тут потемнее. Ну, тут тоже, но не принципиально. Дерево это, в принципе, мне подходит здесь. Вот, ну и можно сделать какой-то условный point light вот с этой стороны. Так. И тоже ему дать какой-то такой более красноватый цвет. Чтобы оно просто сделало какое-то разнообразие в целом в картинке. Вот. Тут может быть чуть-чуть посветлее. Что-то вот такое. Вот. И в принципе вот все вот эти основные моменты я уже повторил здесь, чтобы рендерить просто F12. Ставите нужное количество сэмплов, denoise ставите, можете поработать с кривыми. Вот. И чуть-чуть более точечно сделать картинку, которая вам нравится. Можете контраст менять, цвет и, собственно, все остальное. Вот. Но пока это все. Основные вот эти моменты все я их показал, о них рассказал. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. Пока.